Здравствуйте, дорогие зрители! В этом выпуске о крепости Монжуик и другом связанном с ним сооружении, которое 1,5 века назад находилось в центре города и вызывало у барселонцев не самые приятные эмоции. Какую роль они сыграли в судьбе Барселоны? Я рад вас приветствовать на канале «Испания. Новый взгляд». Итак, поехали! Гора Монжуик всегда была стратегическим местом для защиты города, поэтому на ее вершине с древних времен находилось какое-либо сооружение. И первым таким документально подтвержденным сооружением была сторожевая вышка, которая сигнализировала жителям города о приближающихся возможных кораблях противника. А дальше история такая. В середине 17 века у Испании разгорелся конфликт с Францией. Испанская корона объявила о призыве жителей Каталонии на военную службу. Хотя бы просто потому, что Каталония занимает половину границы с Францией. Кроме этого, на территории Каталонии была размещена армия, чье пропитание было возложено на плечи каталонцев. А надо сказать, что каталонцы, сколько себя помнят, ревниво отстаивали свою независимость. И тут такая бесцеремонность. Естественно, они возмутились и вспыхнули бунты, что привело к их кровавому подавлению. В итоге, в 1640 году начинается восстание против короля Испании, получившее название «Война жнецов». А правительство Каталонии, чтобы отстоять свою независимость от Мадрида, даже обращается за помощью к Франции и объявляет о создании Каталонской республики под протекторатом Франции. И в том же 1640 году Совет из 100 именитых граждан Барселоны, получивший название Совет 100, поручил одному известному мастеру снести эту сторожевую вышку на горе Монжуик и построить небольшое укрепление. Предназначалось это укрепление для того, чтобы отбивать возможные морские атаки армии короля Филиппа. И такое нападение таки было отбито в следующем 1641 году. Но горячие головы, они на то и горячие головы. Они в принципе не могут, чтобы долго было стабильно и спокойно. Такая зависшая в воздухе ситуация продолжалась 10 лет. Все это время каталонцы успешно отбивались от войск из Мадрида с помощью Франции. Но вот настал момент, когда каталонцы устали уже от самих французов. Мадрид это дело быстро просек и в очередной раз снова осадил Барселону. Плюс у Франции начались собственные внутренние проблемы. И таким образом в 1652 году Каталония вернулась под протекторат Испании. Проходит время, и в 1694 году вокруг этого небольшого укрепления, уже ставшего свидетелем многих яростных сражений, возводятся мощные каменные стены крепости. Затем, после 1714 года, когда закончилась война за испанское наследство, военный инженер Хорхе Вербоум разработал проект, в корне изменивший всю оборонную систему Барселоны. Согласно этому проекту, расширялась крепость Монжуик, усиливалась военная роль судостроительных верфей и модернизировалась имеющаяся система фортов. Но ключевым элементом всех этих преобразований оборонительной системы Барселоны было строительство нового укрепления значительно больших размеров – цитадели, она же Сьютадея. Да, это тот самый известный в Барселоне парк Сьютадея. Дело в том, что в переводе с каталанского Сьютадея – это цитадель, которая была здесь еще 150 лет назад. Именно о ней сейчас и пойдет речь. Проект цитадели ставил двойную задачу – усилить оборону города в наиболее уязвимых местах с одной стороны и держать город под военным контролем с другой. Для этого фортификационные сооружения строились таким образом, чтобы помимо обеспечения обороны от внешнего противника, сам город ставился на линию огня, образованную крепостью Монжуик и цитаделью. В районах города, непосредственно прилегающих к цитадели, гражданское жилье было преобразовано под то, чтобы расквартировать армию. И под эти цели даже пошел близлежащий монастырь. Почему так? Потому что король Испании, учитывая мятежный дух каталонцев, что они уже даже побывали под протекторатом Франции, и их пришлось возвращать с боем,
Он решил с помощью этой цитадели убить сразу двух зайцев. Помимо обеспечения внешней обороны, он хотел держать в узде самих каталонцев. Барселона в итоге должна была стать верным псом на службе монархии, превратившись в главный военный анклав королевства в Средиземном море. Но расквартированная в городе армия была объектом напряженности среди горожан, потому что барселонцы воспринимали этих солдат не как солдат Барселоны, а как солдат короля, с которым каталонцы были в конфликте. Таким образом, Барселона, учитывая это неудобное для жителей соседства, была фактически пороховой бочкой, о чем было известно во всей Европе. Поэтому стены цитадели самими барселонцами воспринимались не как элемент обороны, а как элемент угнетения и контроля. В 1751 году военный инженер Хуан Мартин закончил строительство цитадели, которая в результате стала одной из самых крупных в Европе, а также закончил формирование зданий внутри крепости Монжуик. Он построил дополнительные помещения для складов других служб, приказал выкопать ров. Также были проведены работы с целью увеличить гарнизон крепости в 2 раза. И к 1800 году крепость обрела свои окончательные очертания, какой мы ее знаем сегодня, и стала частью оборонительной системы вместе с цитаделью. Крепость также была снабжена артиллерией, не менее 120 орудий. Казалось бы, теперь любого врага одолеем легко. Но вот начался 19 век. Во Франции поднялся Наполеон. Быстро подчинил себе почти всю Европу и зашел на Пиренейский полуостров. И хотя в целом испанцы оказали довольно активное сопротивление новому французскому императору, оборонительная система Барселоны, главными факторами которой являлись Монжуик и цитадель, сдалась Наполеону без боя. Политика – дело темное, но волнения в народе не утихают. И вот военная мощь крепости переменяется уже против самих барселонцев для усмирения толпы. Город подвергся интенсивной бомбардировке из крепости в течение 12 часов. За это время на город было сброшено 1000 бомб. Спустя некоторое время волнение вспыхивает снова. И бомбы продолжают сыпаться на головы горожан. Гибнут сотни людей. Но время проходит, страсти постепенно утихают. Короли тоже не вечны. И на троне Испании новый король, а точнее королева, Изабелла II. Городской совет Барселоны начинает слать в Мадрид петиции с просьбой о разрешении снести цитадель. Этот огромный каменный танк стоит посреди города и вызывает неприятные эмоции у горожан. Но петиции остаются без ответа. Ни да, ни нет. Видимо, Изабеллу заботят другие важные дела. Но вот в 1868 году в стране вспыхивает революция, и цитадель сносит уже без лишних разговоров. И на ее месте вырастает парк Сьютадея. Да, сама цитадель ушла в историю, но название парка, отдельные оставшиеся артефакты до сих пор напоминают ее посетителям о мрачном прошлом этого места. Но вернемся к нашей крепости на Монжуике. В конце 19 века крепость Монжуик начала использоваться в качестве военной тюрьмы. Во время гражданской войны она была использована с этой целью обеими сторонами, в результате чего сперва были расстреляны мятежники, а затем республиканцы, в том числе глава каталонского правительства Луис Компаньес. Но особенно интенсивно в таком качестве эта военная тюрьма Монжуик использовалась во время диктатуры Франко.
В целом же за время существования крепости как военной тюрьмы в ее рву было расстреляно сотни заключенных. И в таком качестве крепость использовалась вплоть до 1960 года. А в 1963 году крепость закончила летопись своих тяжелых боевых будней и превратилась в военно-исторический музей. Но, по-видимому, то, что происходило в крепости, особенно в 20 веке, властям Барселоны показалось не очень приятным воспоминанием. Поэтому в 2007 году военный музей закрыли, и сейчас, что бы вы думали, здесь находится? Центр мира. Такая история. Ссылки на источники, как всегда, найдете в описании. А от вас, дорогие зрители, жду реакцию на эту историю в виде лайков, комментариев. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор не подписались. Скоро увидимся снова.